Добрый день, любители внеземного, и добро пожаловать в очередной выпуск «Злой космос». Сегодня мы снова обсудим 3i Atlas и рассмотрим большое количество свежих фотографий и данных. Я дам вам подробный разбор того, что именно мы видим на этих снимках и на что НАСА по какой-то причине не обращает внимания. Я до сих пор не понимаю, почему они не указывают на наиболее очевидные аномалии, которые заметны даже при поверхностном знакомстве с кометой. К слову, они говорят и публикуют, но когда НАСА демонстрирует свои изображения, особенно недавние снимки Хаббла, все обсуждают их качество, а на самом деле они наглядно показывают очень интересные особенности объекта. Мы потратим время, чтобы рассмотреть все эти фотографии, которые будут становиться все более информативными по мере приближения 3i Atlas к Земле. Особенно к его максимальному сближению уже 19 числа. Но прежде чем перейти к астрономии, хочу немного поговорить о моем любимом классике научной фантастики – Герберте Уэллсе. И позже вы поймете почему. Я поклонник старой школы научной фантастики именно из-за его взгляда на человеческую цивилизацию, крайне реалистичного, если не сказать циничного. Он считал, что в глобальном масштабе человечество ничем не примечательно, что у нас нет ничего особенного, что делает нас уникальными или бессмертными. Иными словами, рано или поздно наша цивилизация, весь человеческий вид обречен на вымирание. Например, в «Войне миров» мы сталкиваемся с куда более развитой цивилизацией, способной уничтожить лучшие военные силы Земли всего за несколько недель. Но еще более интересна его идея далекого будущего, представленная в «Машине времени». И ни одна экранизация полностью не передала видение Уэллса. Финальное видение будущего показывает, что через миллионы лет человечество исчезнет. Землю населяют гигантские крабообразные существа, а Солнце раздувается до огромного шара, превращая планету в выжженную пустыню с почти непригодной атмосферой. Это иллюстрирует долгосрочную судьбу человеческого вида. Более 90% видов на Земле вымерли, и, скорее всего, когда-нибудь мы повторим их судьбу. Если только не станем многопланетной цивилизацией, а затем и многозвездной, успев покинуть умирающее Солнце. Если, конечно, мы не уничтожим сами себя пораньше, ведь у нас это отлично получается. Многие, вероятно, спросят, но при чем здесь 3i Atlas? Я упоминаю его, потому что вера в исключительность человека иногда становится препятствием для науки. Основная наука отвергает идеи о существовании инопланетных цивилизаций, в том числе которые могли бы посещать Землю, обладать технологиями, едва понятными нам, по простой причине – у нас нет убедительных доказательств. И это логично, однако многие уверены, что помимо разумных людей вообще никого нет, и что мы невероятно уникальны и, конечно же, потрясающие. Это напоминает муравья, считающего себя единственным в своем роде лишь потому, что его зрение не позволяет разглядеть слона. Даже если ученые хотели бы верить в это, они отказываются признать такие возможности. Основная причина – чрезвычайные заявления требуют чрезвычайных доказательств, которые собрать муравью практически невозможно. Убедить научное сообщество в том, что мы нашли технологический объект инопланетного происхождения в Солнечной системе или атмосфере или где-либо еще, будет крайне сложно. А слухи и фантазии СМИ ради хайпа делают все еще хуже. Конечно, это не значит, что 3i Atlas – это точно космический корабль. Мы просто рассуждаем, иногда это полезно. Но от слова к делу, поэтому расслабьтесь и приготовьтесь к честному обзору 3i Atlas немного с другого ракурса. Ну и в конце мы обязательно подведем итоги, что же перед нами на самом деле. Итак, перед вами, возможно, самый впечатляющий снимок, сделанный Майклом Йегером. На снимке в правом верхнем углу обычная комета Лемон. Видны два хвоста, пылевой и ионный. Оба под влиянием солнечного ветра. Но главное отличие в том, что у 3i Atlas необычайно длинный антихвост, направленный прямо к Солнцу, вопреки действию солнечного ветра. Это крайне нетипично. Обычные кометы не демонстрируют подобного. Исключением могут быть лишь оптические иллюзии, когда кажется, что хвост обращен к Солнцу, хотя на самом деле он направлен иначе. Однако в случае с 3i Atlas оказалось, что антихвост действительно ориентирован именно так. На ротационных градиентных картах нового снимка Хаббла
Видно два джета и четкий антихвост длиной более 60 тысяч километров, что в 5 раз превышает диаметр Земли. Июльский снимок Хаббла также показывает антихвост, направленный к Солнцу во время перигелия. Он меняет ориентацию относительно движения кометы, но всегда указывает на Солнце. Это необычно и, конечно, требует объяснения. Визуальный снимок Хаббла показывает ядро гораздо четче, чем предыдущие кадры, а кома имеет вытянутую каплевидную форму, направленную к Солнцу, что противоречит обычной физике комет. Обычно солнечный ветер разносит пыль и газ от Солнца, а не к нему. В недавних статьях некоторых исследователей и астрономов связывают форму комы с отделением крупных, неиспаряющихся объектов, вызванным негравитационным ускорением. К 30 ноября рой этих объектов должен был отойти от ядра примерно на те же 60 тысяч километров, что совпадает с наблюдаемым удлинением комы на снимке Хаббла. Менее впечатляющий, но важный снимок сделан зондом JUICE 29 октября, который использовал 5 научных инструментов для наблюдения 3I Atlas. Большая часть данных будет передана только в феврале, так как основная антенна зонда используется для защиты от Солнца, а передача с меньшей антенной идет медленнее. Камера навигации показала предварительный снимок, яркая кома и намек на два хвоста. Этот снимок сделан 2 ноября, за 2 дня до сближения JUICE с 3I Atlas, всего 66 миллионов километров, значительно ближе к Земле. Публикация данных с 5 инструментов запланирована на 18-20 февраля 2026 года, включая изображение с высокой разрешающей способностью и спектрометрией, что даст информацию о составе выбросов. Себастьян Вальтмер получил еще один впечатляющий снимок, ярко-зеленый. Цвет, скорее всего, связан с составом. Alma обнаружила метанол и ценистый водород возле 3I Atlas в октябре 2025 года. Метанол – предшественник сложной органической химии, необходимой для жизни, но пить его не стоит. Цианистый водород фиксировался только в ядре кометы, метанол – в газовой плазме. Отношение метанола одно из самых высоких среди комет, уступает только редкая C2016R2. Метанол встречается в зонах звездообразования и используется микроорганизмами как источник энергии. Последняя серия снимков вызывает споры. Тайский астроном Терисак Тальюанг проанализировал вращающийся 3I Atlas и заметил вспышки, возможно исходящие из ядра или от объектов вокруг него. Эти объекты не могут орбитировать комету из-за ее слабой гравитации. Возможно, это фрагменты, отделяющиеся при разрушении ядра. Объекты огромные, около 2 километров и более. Некоторые полагают, что единственный сценарий, при котором они могут двигаться так согласованно, если это микрочерная дыра, или если объекты управляются разумно, то есть щупальцами. Но не будем спешить с выводами, поскольку в наше время стоит упомянуть поддельные изображения и видео. В сети распространяются ролики с искусственным интеллектом, где известные ученые и исследователи якобы говорили то, чего не было. Поэтому всегда сверяйтесь с публикациями и достоверными данными. Если о них нигде не упоминается, то видео – подделка. По мере того, как 3I Atlas двигался по своей траектории в сторону Солнца и затем мимо него, данные постепенно складывались в более понятную картину, хотя вопросов все еще немало. Сейчас, когда объект стремительно приближается к своему ближайшему пролету мимо Земли, становится особенно важно обобщить все, что о нем известно. Собственно, я это и пытаюсь сделать, только вот сниму шапочку из фольги. Итак, перигелий объекта, его ближайшая точка к Солнцу, пришелся на 29 октября. Именно тогда он получил максимальную дозу солнечного излучения. Кроме того, незадолго до перигелия на него обрушились серии солнечных бурь, которые дополнительно нагрузили его энергией. Первое наблюдение за 3I Atlas удалось сделать 1 июля, а затем объект нашли и на архивных снимках неба. Это позволило проследить его эволюцию от холодного межзвездного пространства до внутренних областей Солнечной системы. В межзвездной среде он получает ничтожное количество энергии, лишь редкие космические лучи. Там уровень радиационного потока составляет всего от 1 10-миллионной до 1 100-миллионной от солнечного,
тогда как на расстоянии перигелия объект получает уже около 735 Вт на квадратный метр. Разница колоссальна, а значит наш объект зарядился и готов к Новому году. Да, впервые за примерно 10 миллионов лет он прошел так близко к звезде, и это подтверждается анализом каталога Гая. На протяжении последних 500 парсек его путь не пересекался с областями, где были бы близкие пролеты мимо других звезд. При наблюдениях в пределах Солнечной системы стали выявляться те самые аномалии. Наиболее яркая из них – необычный солнечно направленный хвост, который ведет себя противоположно классическому хвосту комет, о котором мы говорили ранее. Все это указывало на глобальную перестройку состояния поверхности, и накопившиеся данные согласуются с гипотезой о широкомасштабной криовулканической активности, выбросах, вызванных мгновенной сублимацией льдов. Особый интерес вызывает то, что все наблюдения за 3I Atlas в настоящий момент, если откинуть пришельцев ненадолго, то обидеться, сопоставляются с данными о транснептуновых объектах, астероидах и другими малыми телами Солнечной системы. Глубокое изменение, которое произошло с 3I Atlas в районе 2,5 астрономических единиц, указывает на активацию каталитических процессов, приводящих к образованию магнетитного минерала. Формирование магнетита на поверхности объекта означает, что он создает собственное магнитное поле, дополняющее плазменное поле, возникающее в потоке ионизированного газа вокруг него, что, согласитесь, крайне необычно. Более того, недавние результаты миссии OSIRIS-REx, доставившие образцы астероиду Bennu на Землю, серьезно усилили интерес к 3I Atlas. Анализы показывают наличие всех основных кирпичиков жизни – глюкоза, аминокислот, нуклеотидов, водных растворов и других. Полный набор органических и биохимически значимых соединений. Астероид Bennu относится к типу B, но подобные соединения еще более концентрированы в объектах типа D, которым по спектральным характеристикам особенно близок к 3I Atlas. Кроме того, его свойства перекликаются с чрезвычайно редкими углистыми ходритами типа CR, считающимися своеобразными капсулами ранней Солнечной системы, которые сформировались вне протопланетного диска. При приближении 3I Atlas к Солнцу происходило накопление собственного магнетизма за счет синтеза магнетита и наличия никель-железного материала. Хондриты типа CR тоже отличаются повышенным содержанием никеля по отношению к железу. Такой минеральный субстрат способен катализировать реакции, приводящие к синтезу органических молекул. Все это делает весьма вероятным наличие у 3I Atlas полного набора веществ, участвующих в химии, предшествующей биологической. Удивительно и то, что на Земле и Марсе магнетит создает крупномасштабные региональные магнитные поля. Именно поэтому возможность возникновения собственного магнитного поля у объекта, впервые приблизившегося к звезде за миллионы лет, представляет собой особый интересный аспект. Каталитические реакции на металлической поверхности также объясняют повышенное содержание СО и СО2 и способствуют образованию сложных органических молекул. Обнаруженные на Bennu углеводы, аминокислоты и нуклеотиды подтверждают, что такие связи образуются естественным образом в таких объектах. Все говорит о том, что 3I Atlas долгое время перемещался в межзвездной среде, возможно, от 3 до 11 миллиардов лет. Космические лучи за это время формировали органические молекулы, повышали концентрацию летучих веществ и постепенно изменяли внешнюю оболочку объекта. И вот, когда он достигает зоны в 2,5 астрономической единицы от Солнца, накопленные вещества, как старые счета за коммуналку, были активированы. И произошел резкий переход в новое состояние – глобальная криовулканическая вспышка. Дополнительный аргумент в пользу глобальности процесса – период вращения 16 часов. При таком вращении солнечное тепло распределяется достаточно равномерно по поверхности, что не оставляет шансов для локального очага активности. Нагрев был общим, и реакция развертывалась по всему телу. Долгое пребывание в межзвездной среде, вероятно, создало на поверхности корку изо льдов, органики и летучих веществ. При вступлении в область солнечного тепла эта корка начала активно сублимировать.
Внутренняя часть объекта при этом могла оставаться практически неизменной и содержать металлическое ядро, богатое железом и никелем. Химический состав комы, особенно соотношение СО2 и H2O, около 8 к 1, соответствует состоянию очень далекому от типичных комет Солнечной системы. Высокое содержание СО и никеля, редкие соотношения летучих соединений и переход в активное состояние подтверждают уникальность 3I Atlas и сходство с определенными углистыми хондритами, а не искусственную природу. Все эти данные укладываются в картину, где космическая среда выступает своеобразной фабрикой сборки органических молекул, а значит, Земля могла получать такие соединения из внешних источников, и этот процесс, вероятно, продолжается. С этой точки зрения 3I Atlas можно рассматривать как своего рода семя из подсолнуха, прибывшее из другой звездной системы. Он содержит и органику, и летучие вещества, и минералы, необходимые для каталитических реакций. Если допустить более смелые гипотезы, можно говорить даже о возможности нахождения там неизвестных форм примитивной жизни или, возможно, микроинопланетяшек, если условия позволяли цепочкам соединиться в более сложные структуры. К сожалению, прямых доказательств этому нет, но полностью исключать такие сценарии невозможно. В пользу этой версии важно также помнить, что магнетит, появляющийся в ходе нагрева, создает магнитное поле. На Земле магнитосфера защищает биомолекулы от разрушения космическими частицами. Формирование магнитного поля вокруг 3I Atlas могло защищать органические молекулы на его поверхности и образует магнитное ограждение, сравнимое по силе с тем, что наблюдала миссия Розетта у кометы Чурюмова-Герасименко. При ударе солнечной бури поле там усиливалось в несколько раз, а значит, подобная реакция вполне возможна и для 3I Atlas. Собрав всю информацию вместе, можно восстановить последовательность событий. 3I Atlas сформировался в другой звездной системе от 3 до 11 миллиардов лет назад. Последние 10 миллионов лет он не проходил рядом ни с одной звездой. Его размеры до сих пор не ясны и оцениваются от 300 метров до 5,5 километров. Период вращения около 16 часов. За время межзвездного путешествия он накопил на поверхности летучие вещества, органику и воду, которые подвергались обработке космическими лучами. Затем, на дистанции около 2,5 астрономических единиц, началось интенсивное испарение воды и глобальная активация поверхности, криовулканизм. Перигелий сопровождался выбросами протяженностью до 60 тысяч километров. После перигелия часть активности снизилась, но солнечно направленный хвост продолжает расти. Его пролет 19 декабря станет ближайшим к Земле, а весной Земля пересечет область, где объект находился во время перигелия. Исследователи задаются вопросом, сколько материала он оставил после себя, и может ли часть этого вещества попасть в атмосферу Земли. Ведь исторически подобные процессы считаются ключевыми в доставке органики на планеты. Поэтому уфологи ликуйте, звездная пыльца уже на подходе. Как мы видим, с приближением объекта вопросов не становится меньше, и именно это делает 3I Atlas столь интересным. Мы обсуждаем наблюдаемые особенности, сравниваем разные объяснения. И чем глубже вглядываемся, тем больше понимаем, что перед нами явление, требующее внимательного изучения. И как со многими редкими природными феноменами, возьмем ту же шаровую молнию, интерпретация может быть сколько угодно. Для кого-то это строгая наука, для кого-то загадка, магия или инопланетный след. А как вы относитесь к третьему межзвездному объекту, который заглянул в нашу Солнечную систему? Что, по-вашему, скрывается за этим странным гостем из глубин галактики? Может быть, перед нами всего лишь необычная комета? Или еще один редкий межзвездный странник? А может, нечто более загадочное, пришедшее из холодных областей космоса, где могут существовать совсем иные формы жизни? Если у вас есть своя версия, смело делитесь в комментариях. Мне действительно интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что посмотрели выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь видео. И, конечно, вы можете меня поддержать на Boosty или Patreon, ссылки будут в описании. Там выходят ранние версии роликов, треки из выпусков, арты и многое другое. Кстати, именно там первыми узнают о продолжении приключений Итана и Роэна, и вы тоже можете стать частью этого процесса.
До встречи и не теряйте любопытство к космосу. Новый выпуск уже скоро.